Что, ребятки, всем привет. Всем здрасте. Всем здрасте. Так. Продолжаем. Продолжаем игру SnowRunner. Так, мы застряли на острове Драмонт, и у нас задание. Доставка в порт. Так, я где-то около вышки. Где-то около вышки застрял. Так, имеется в виду, доехал до вышки. Далее. Дайте сообразить, что сделать. Нет, в первую очередь. Так сказать, надо закрыть должки. Вспомнил. Камон. Так, хочу, знаете ли, открыть вышку на острове, на островном озере. Так, где там мой скаут? Давайте так и сделаем, да, так и поступим. Так, звук есть. Отлично. Кстати, я пропатчил игру по совету Хироманта. И на удивление заметил, что камера как-то стала привязана, к объекту. То есть она как-то центрирует, что ли, объект. И он все время находится по центру. Это дико прикольно. То есть, видимо, все-таки разработчики прислушались к вою игроков и сделали, работу над ошибкой. О, Миша Дар, привет, старичок. И, в общем-то, стало прикольно. Так, сейчас, секундочку. Так. Где это подъемчик? Угу. Интересно, что еще они сделали для улучшения. Это первое, что бросилось в мои глаза. Может, как с оптимизацией поиграли. Хотя она и так вроде нормально. Так, на мне свит. Хз. Стоп. Секундочку. Да. Кольцо и часы, все точно. Я подумал, что их не было. Так. Да, это Миша, это бот. Просто спамит. Просто бот. Бездушная машина. Знаешь ли. Так, какое-то странное поведение. Сильно уж раскачивается, какая-то болтанка неясная. Может, они что-то изменили? Да вроде бы нет.
Кстати, он, да, триггерится на это, на капс. А, по умолчанию у него настройки. То есть он агрится на капс и на... Вроде бы... И вроде бы все, на матерный славу, по-моему, никак не реагирует. Да ё-моё, блядь, куда я поехал? Зараза! Ладно, у меня в бак тоже есть. Так, не заправился. Балбес. Только что был у цистерны и не заправился. Не обратил внимания. Так, здесь. Чаще леса такое себе ездить. Дорога вообще не видно. Она какая-то резвая стала машина этой. Может, они что-то перебалансировали с движком? Прям землю вырывает. Так, стоп. Илья, спасибо. Привет. О, вот. О чем я и говорил на прошлом стриме. Что по-любому где-нибудь да есть улучшение. Так. И где же оно? О, вон оно где. Так, и тут уж еще цистерна. Кстати, может заправиться будет. Так, ну окей, давайте тем же макаром. Когда до улучшения. Так, сюда. Интересно, что там ждет меня. Давай, переключайся, коробка. Твою ж... Дивизию. Ё-моё, ну кому, ну... На ровном месте. Привет. Привет. Де Санта Франклин Клинтон. Привет. Твое длинное имя. Дела, да. Потихонечку, потихонечку. Что-то они не то сделали. Либо они прибавили мощи к этому движку. Он прямо рвет. Так. А блин.
Что не так-то с тобой? Так, стоп, я проехал. Да ё-моё. Все же разметил. А, так, ё-моё, а. Это приключение коробкой, ну такое себе, конечно. В смысле? Так, где же ты? Ого-го. Какие виды. Ля, какая красота. Так, что за улучшение? А, Механизм блокировки дифференциала обеспечивает более высокую проходимость на неровных участках. Так, и что же? Доступно на White Western Star 4964. Спасибо. Так, теперь надо выбираться отсюда. Так, каким же макаром? Это какие-то проблемы с добавлением точек. Вроде нажимаешь, а не добавляется. Так. Опять неудачно я здесь придумал разворачиваться. Я хочу срочно заменить этот скаут, мне бесит. Просто на малейшем... на малейшей неровности пытается перевернуться. Ух. Нет, так ничего не видно. Такое ощущение, что движок стал какой-то избыточный. Там стоит 5,5 литров, и он стал слишком избыточный для этого скаута. Слегонца нажимаешь, он просто рвет. Жестко рвет. И становится неуправляемым. Так, и сейчас, короче, открываю цистерну. Открываю цистерну и возвращаемся обратно на остров Драмон. Так, и сразу заправиться не забудь.
Так, ну что мы тут на этой карте? На этой карте мы все прошли. Ну, только горящие бочки остались. Так, возвращаемся. Возвращаемся на острова. 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 Так, и. Так, нам нужно доставить... таски. Так, секундочку. Доставить к мосту. Так, доставка. Следить, во. Я ж не перешел, ё-моё. Переходим. Так, вот. Да, так, буровое оборудование. Секундочку, не-не-не-не, там же еще какое-то было. Смирно. Во, вспомнил. Смирно, вот, все. Разобрался, вспомнил. Так, я хотел на Пейстаре 5070 ломиться за низкоравным прицепом с рампой. Да. Так. Что у нас по топляку? 150 литров сейчас заправим. И спокойненько уже будем сейчас доезжать. Надеюсь, там уже без приключений тут будет отрезок. Надеюсь, без приключений. Привет, Пабгер. Я всех жду, конечно. Так, блин, я уже думал тут не проехать. Жду всех без исключения. Так, дико лагануло. Такого раньше не было. Просто поймал дикий фриз. Проверю, что там происходит, может быть. Нет. Все ровно. Так, а вот наш прицеп. Собственно говоря, и блоки, и балки. Все, что нужно для выполнения нашей задачи. Саша, привет. Привет, дружище.
О! Такое ощущение, что и звук они немножко переработали в этом патче. Потому что звук определенно изменился. Цепки. Как-то легко идет. Тут, кстати, есть проезд куда-то. Тут к миссии проезд и к маяку. Вот стопудово около маяка есть какое-нибудь улучшение. Так, тут еще есть задание с бочками. Наверное, нужен кран будет. Так, а мы тут поместимся, нет, с тобой? Тележенька ты моя. Такое ощущение, что хотя должны. Но слишком узенько. Очень узенько. А, ты все-таки выпустил. Ну окей. Заценим. Прямо протискиваю его. Да. Мне удалось впихнуть. Ну и вернее втащить. Тут надо быть очень аккуратным и нежным в таких вопросах. Кстати, реально камера, поведение камеры, оно изменилось. Это чувствуется. Надо еще какой-нибудь большой объект прицепить сзади и посмотреть. Она прям как-то центрируется. Позади объект, позади нашей машины. И это, блин, меня радует. Теперь у меня не будет такого бадхёрда, как раньше, по поводу камеры. Надо как-то до гаража добираться. Там, наверное, столько улучшений можно присобачить. Я уже 2 уровня апнул. И так и не был в гараже. Так, немножко пробуксовывает. Но ничего, у нас же есть еще дифференциал. Бам! Просто исполинская мощь. Первозданная мощь. Так, а что это мы здесь
небольшие усилия испытывает. Так, сколько нам еще ехать? А, тут, в принципе, недолго. Можно даже, наверное, не заправлять нашу карету. Так, в смысле трек-паркинг? Стоят грузовиков. Или он про это имел в виду? Стоят грузовиков. На табличке была надпись. Блин, не знаю как вам, но я балдею от этого сеттинга. Готовного, неторопного, так сказать. Пабгер, так ты, если видос выпустил, так ты ссылку кинь в чат. Все посмотрят. Так, а где нам выгружать? Дальше, что ли? Доставить мост Дремо. Здесь, наверное. Так, сначала получается рейки. Так, в смысле облоки. Бетонные блоки. Блять, блоки. А это же плита. Да ёшкин. Макарёшкин. Как так-то, а? Опять не то. Опять не то пальто. И где эти... И где эти блоки? Фу. Блин, не так все просто оказалось. Это плиты. Так. Давайте разбираться. Такое ощущение, что мне придется в район Дамбвилл ломиться за ним. Так, так на озере. На озере нет. Серьезно? Да, они здесь есть. Бетонные блоки здесь есть. Капец! Переход в остров Драмон. Ясно. Так, и получается, если я тпхнусь на гараж. Давай, пабгер, конечно, конечно. Сделай свои грязные делишки. Так, если я тпхнусь на гараж,
А, я смогу здесь проехать. Только вопрос, смогу ли я здесь проехать? Там по-любому будет опять задание сделать мост. Угу. Блин, мне что-то... Ладно, короче, есть один вариант. Есть один вариант. Так, сейчас, секунду. Где этот вариант у меня валяется? Во враге. Пацифик И-16. Пацифик И-16. Сейчас мы его тпхнем. Тпхнем до базы. Эвакуация. Дамба. И уже на нем я, наверное, попытаюсь довести блоки. Блин, это реально... Я, блин, какой-то прямо Нострадамус. Реально долгая дорога в порт. Я думал, я быстренько доделаю эту задачу и приступлю уже к следующей. Так, ладно. Давайте посмотрим на это Пацифика. Раз мы в гараже оказались, можно пробежаться по улучшениям, по тюнингу, например. Что с движком? Ого! Можно немножко апнуть даже. Так, здесь нету, здесь стандартно. Ой, а шинки нельзя поставить. Шинки нельзя. Лебедка. Ух ты, 15 тонн. Жесткая лебедка. Улучшенная тяжелая двухмоторная. Двухмоторная лебедка для тяжелых грузовиков это не ошибка. Здесь действительно два мотора и ни с чем не сравнимая мощь. Во как. То есть, в принципе, Пацифик я бы оставил. Наверное, пригодится. Так, модули кузова. О, можно себе поставить. Давайте поставим. Тут просто других вариантов-то нету. Так, что по шноркелю? Серийный воздушный. О, это на 19 уровне только доступно. Так, окей, что еще? Можно поставить роскошный выхлоп. Роскошный православный выхлоп. Так. Так, ну пока такой белый. Козырек. Козырек. А. Деньги есть, можно и гулять на всю катушку. Так. Бордовый такой себе. Синий тоже теряется. Нет. Блин, так желтый идеально. Нет. Давайте красный. Или такой. Давайте оранжевый. Оранжевый сделаем. Роскошно оранжево-черный. Так, и покидаем наш гаражик. Наш монстр среди машин. 300 литров бак. Красавчик. Ну-ка. Послушаем, как он заводится. Красота. Так, теперь мне нужно только что? Бетонные блоки. Rocket Play. Здорово. Бетонные блоки. Так, что мне нужно под бетонные блоки? Какая телега потребуется? Так, магазин прицепов здесь есть. Да. Я, наверное, в магазине прицепов возьму соответствующий прицеп и дело будет в шляпе. Какие незнакомые звуки. Угрожающие. Кстати, дифференциал постоянно включен у него.
Интересно, для него полный привод тоже доступен для этого монстра? Вы не против, надеюсь, такого вида от первого лица? Так, это как будто бы турбина уже включилась. О, да, кстати, Пабгер дело говорит. Надо прислушаться к парню. Я бы с ним лучше не спорил. О, спасибо, спасибо. Что от первого круче всего, а то я как бы, ну, сомневался, то вдруг не понравится. Но когда кабина такая роскошная, грех не сидеть в ней. Еще можно было вентилятор какой-то подрубить для атмосферности. Надо будет, самое главное, не забыть мне напомнить под следующую SnowRunner, когда она, ну, мне кажется, через, может быть, года 2-1,5, может быть, выйдет, взять руль и педаль, ну, чтобы было максимальное погружение. Чтобы получить максимальное удовольствие. Да, да, ну, видишь, у нас с этим с тобой совпадает, так сказать, мысли. Потому что, ну, камон, это ж симулятор, ну так идите до конца, сделайте вентилятор рабочий. Не, ну, отдельное спасибо, конечно, за звуки. Прям мое почтение. У каждой машины идеальный звук, ну, подобран. Да, с блоками, конечно, они меня озадачили. Я думал, будет проще. Возможно, такая была задумка у разработчиков. То есть раскручивается до 20 тысяч и такой звук интересный.
Стандартные обороты 15 тысяч. Блин, вообще моща. Какой же там безумный крутящий момент. Блин. О боже мой, еще петля. Еще 2 петли. Еще 2 петли. 2 поворота. Надо мне пройти. Когда не знаешь, что говорить, лучше пой. О! В смысле, это что такое? Блин, я думал, он за цепочку потянет. Гитин клаксон жесткий прямо. Не, ну если бы он за цепочку потянул, это вообще было бы шикарно. Но это просто декорация. Как у паровоза. Клаксончик. Клик-клак. Привет, дружище. Спасибо за это отличное пожелание. Самое главное, да, удачного стрима, потому что всякое бывает на этих стримах. Но я больше всего переживаю, конечно, за интернет. Лишь бы мне не отрубили. Ну, вернее, скорости бы не упали. А то в последнее время что-то с МТСом вообще беда. У нас еще такая фишка, я заметил. В 2 часа ночи отрубается интернет наглухо. И до утра. Хотя нет, я точно не знаю, я просто ложусь спать. Но уже который день замечаю. И скорость загрузки сильно упала. Да, вот я тебе и говорю, то что либо интернет, либо свет. У меня еще свет, кстати, это, ну, раза 2 точно отрубать во время стрима. Негодяя. Так, ну что мы? Уже подъезжаем к складу.
Где же ты, склад? Или не подъезжаем? Нет, уже близко. Так, теперь надо придумать, какой нам... Тормози! Теперь надо подумать, какой взять прицеп под эту махину. Хотя он любой прицеп вытянет, но... Монстра. Жесткий, прямо жесткий агрегат. Так, давай я расскажу тебе клик-клак немного. Короче, Nightbot, то есть это доступный бот для всех платформ, для Твича, для Ютуба, так же как бот Streamlabs. То есть ты находишь его в своем браузере, там, в Яндексе или Хроме, в Гугле, находишь его официальный сайт Nightbot и, так сказать, привязываешь его к своему аккаунту Ютуба. Вот. А еще есть много видео по этому поводу. Как настроить Nightbot, как привязать его по детальной настройке. Так, что это? Все есть в свободном доступе. Так. Прицепы. Прицепы. Мне нужен под блок. Ну, сюда точно войдет, но он тяжелый. Может, телегу взять? Да, там все просто. Там, ну, на изи добавляется все. Полчаса времени, наверное. 3400 стоит, это 3800. Но это более устойчиво, у него поворотный механизм хороший. Поэтому я возьму, наверное, низкорамный прицеп за 3800. Он как раз красненький такой. Колеса такие хорошие, золотистые. Меня зовут Денис. И я из славного города Пермь. Так, бетонные блоки. Блоки. В смысле? Так это то же самое, что и... там плиты были. Да, там были плиты. Так, бетонные блоки, мне нужно 1 единицу, да? Очень приятно, Женя. Ну, у меня маленькое есть описание на, так сказать, о моем канале. Ну, как правило-то никто не заглядывает.
Так, ну что, надеюсь, больше ничего мне не потребуется. Не, ну какой же красавец, а. Спасибо, спасибо. И тебе тоже. Всем нам удачи. Давай, давай. Хорошего вечера. Да. Кстати, возможно, блоки и здесь были. С этой стороны, но... Так, так, интересно. Секундочку. Что тут есть? Так, есть какой-то объездик. Вот меня смущает вот это место. Я прям уже в предвкушении, что там есть задача. Построить мост. Кстати, эта зверюга хавает, на удивление, слишком мало. Учесть, что здесь В-12 стоит. Так, отлично, мост целый. Мост целый. Так, дорога закрыта налево. Налево дорога закрыта. Так, а что здесь у нас впереди? Есть проезд. Что же нас ждет впереди? Да, тут можно проехать, но с этой телегой я не поеду. Я думал, тут надо париться, покупать машины. А тут все есть. Тут все есть на карте. Все машины, которые требуются для прохождения игры. Да, у него с поворотом, конечно, вообще беда. Да, PUBG. Прямо в точку. Такой жанр симуляторов. Прям как глоток чистого воздуха. Где можно посмотреть, например, назад. Сквозь эти решетки. Так, ну что, мы подъезжаем к нашей цели.
Сейчас будет выгрузка. Капец, у меня тут опять склад прицепов. Да, все. Получи и распишись. Найс, 6 тонн. Спасибо. Так, стоп. Блин. Эти телеги, они все пространство занимают. Так, ладно, здесь встану, короче. Пока что открепимся. Так, ну что, у меня буровое оборудование. Капец, целый час. Я думал... Да. Так, ладно. Совсем немного осталось. Где наш лимузинчик? Роскошный. Красавчик, а? Погнали. Лишь бы он мне не упал. Это будет вообще эпик фейл. Так, ну-ка. Кстати, даже удобно. То есть камера реально стала поприятнее себя вести после патча. Так, сейчас, секундочку. Очень внимательно надо быть. Тут где-то у нас опасные, такие неприятные участки будут. Escape from Tarkov. Нет, старичок. Не играю. Но хотел бы попробовать ее. Когда-нибудь. Благо тут дифференциал есть. Ух ты! Не может? Да давай. Escape from Tarkov, она, по-моему, такая прямо жористая очень на ресурсы. И не знаю даже, потянет, не потянет у меня. На минималках неохота катать, охота хотя бы на средних. Хотя бы на средних. Так, стопэ. Да, все верно, еду. Вот тут лютая грязюка. Ну уже. Покажи, из какого теста ты сделан. Так, он, интересно, есть лебедку? Да, лебедка есть, если что. Системные требования, да, надо посмотреть. А меня, видишь, еще смущает то, что она же давно уже вышла. То есть там уже слишком много людей играет, которые прошарены.
То есть боюсь себя просто нубом там почувствовать. В ней надо разбираться, я ж... Ну, очень долго. Очень долго надо разбираться в ней, смотреть видосы. Так, ты видишь, нет? Не знаю, посмотрим, может быть. Но больше мне охота, меня привлекает Звездный гражданин, кружка. Star Citizen. Меня больше такой космос-сеттинг привлекает. Корабли и все дела космические. Так, заправить, заправить. Но она тоже пипец какая жористая прям. И еще проблема в ней то, что она еще не вышла, по-моему, в релиз-то, ну, в официальный, так сказать. И она, по-моему, без русской озвучки. Так, ну что, в принципе, пока что все хорошо. Пока что все более чем хорошо. Dandy Play Production. Приветствую. Спасибо за лайк. Капец, мне тут склад техники, блин, алло. Кто это сделал, а? Не даете проехать славному автопоезду. Так, сейчас секундочку, проверим. Так, ну тут все прямо. То есть все по этой дороге. Никуда не сворачивать. Может, из кабины будет вид получше. Хотя из кабины вообще не чувствую габариты. Прекрасно справляемся пока.
Ну что? Дорога была длинная, но уже все позади. Ну что, встречай меня, порт. Порт на острове Драмон. У! Опять огромный прицеп. Так, ну что, разгрузить. 4750 и почти 600 опыта. Доставка в порт. Звонили из портового управления. Ящики доставлены. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Так, ну что у нас? Что у нас по плану, гайс? Давайте чекнем. Сверимся с задачами. Так, Steel River все. Убираем хлам есть, кстати, задача. Здесь у нас тоже все. Угу. Убираем хлам. Так. Требуется высокое седло. Да камон! А у меня что, низкое тут стоит? Стоп, у меня же тут еще есть Pacific P16. Возможно, у него высокое седло. Хотя надо, наверное, еще сначала вышку это открыть. Да. Надо вышку открыть и улучшение забрать. Так, ну ладно, я прочту. Убираем хлам. Старые скважины закрыты. Теперь нужно устанавливать оборудование на новых. Доставьте эти грузы по назначению как можно скорее. Пора бурить. Угу. Доставить на боровую. На дамбу. На дамбу. И на дамбу. Платформа. Балка. Понял. Ясненько. Так, ну окей. Тогда давайте сначала переключимся на наш скаут. Где он? Так. Так, улучшение здесь. Как к нему проехать? Угу. Ну, где-то здесь, наверное. Где-то здесь. Блин, вот это еще неприятно. Есть поворотик. Так, только не переворачивайся. Только не переворачивайся, друг мой. Твою ж... Спасибо, что я поставил лебедку автономно.
Какой чудесный день. Какой чудесный пень. Какой чудесный я и песенка моя. Да, пока что, короче, пикап One Love. Он определенно лучший скаут. О, кстати, у меня аж 14 левел. Мы же можем его апнуть. То есть я могу поставить на крышу больше багажник. И проклятый скаут я могу продать. Бесячий. Только надо как-то переехать в район гаража. В район гаража. Да, короче, мой вердикт таков, что скаут, ну, имеется в виду Шеви, ну, среди скаутов Шеви самое лучшее, так сказать, средство транспортное. Заправить. Так, и... Ага. Короче, либо здесь... Нет, здесь, наверное. Здесь съезд. Так бы еще бы свет бы ему на крышу. Малость заморались. Такое бывает. Так. Здесь, да? Да, именно здесь. Какой-то рыбацкий домик. Вернее, рыбацкий домик. Уютненький. Прикольно. Так, ну уже. И что же нас там ожидает? Какая же прелесть! Так, это у нас движок. Современный вариант старой модели. Повышенная надежность, мощность и приемистость за счет экономичности. Так, и для кого же? Ага. Это у нас и для Пацифика подходит, и для Дерри Лонгхорн, и АНК МК-38. Окей, окей. Так, одно улучшение зацепили. Так, теперь нам нужно что? Так, нам нужно доехать до дороги. Сюда.
Капец, у меня тут склад, блин. Ну окей. Погнали. Давай, отмечайся. Непонятный баг. Как она прекрасна на закате, а? Это игра. Так, ну-ка, как ты? Справишься, не справишься? Легко. Не напрягайся. Обожаю этот пикап. Так. Кстати, друзья, не забывайте лайкать. Лайкать. Ведь лайки это так прекрасно. Ну, по крайней мере для меня. Я сразу чувствую подъем, настроение, чувствую поддержку. Просто приятно, когда твою работу, ну, хоть как-то оценим, заправить. Так, в смысле? Нет, все правильно. Ну, вы же это прекрасно знаете, что лайки мотивируют, плюс лайки продвигают видео. Это же так просто поставить палец вверх. Не, ну если же вам не понравилось, конечно же вы можете поставить палец вниз. Но зачем, когда можно поставить палец вверх? Я буду благодарен. Честно. Так, можем быстрее ехать? Совушка где-то. Ё-моё. Меня все время ёкает, когда пикап так накореняется. Забываю, что у меня есть. Забываю, что у меня есть лебедка. Так, стоп, в смысле заправить. Не надо заправлять, не надо. Мне надо ремонтироваться. Так. Ого. Какая неожиданная здесь на пути. Но ничего страшного. Я думаю, справимся. Да, легко. Легко. Даже без дифференциала. Как конфетка.
Так, если прибавим. Жалко, я днем сюда не заехал. Место тут красивое. А вот дорога ужасная. Так, наверное, можно и на автомате доехать. Побыстрее будет. Эть. Так, а тут тяжко. Без проблем. Легко. Найс. Ух. Так, что есть? Задача. Так, а что еще? Может, где-нибудь улучшений есть? Может быть, до верху доехать? Давайте доедем до верху. Может, сверху есть улучшение? Скрытое. Какое-нибудь читерное улучшение. Козырное. Кстати, шейки вообще приятно ехать, комфортно. Комфортно ехать из кабины. Ой-ой-ой-ой-ой, какая тут... Ой-ой-ой-ой-ой, серьезно? Да нет! Нет! Ну алло! Ну ты серьезно? Боже мой! Да. Кажется, мы потеряли скаута. Да. Блять. Хоть бы дерево поставили здесь. Мерзкие разрабы. Ну окей. Блин. Вот стопудово там было улучшение. Так, ладно. Что есть у нас? Поручение. Кузен Клетус. О, кстати. Рекомендуется грузовик с краном. Так, грузовик с краном. Грузовик с краном у меня есть. International Paystar 5070. Пожалуйста.
Красавица, а? Так, окей. Так, секундочку. Следить. Кузен Клетус, что нам говорит кузен Клетус? Добрый день. Это Крис из Дайсона. Знаете, как бывает, доверишь кому-то перевозку чего-то ценного, а он тебя подведет, и тебе теперь угрозы увольнением. И тебе грозят увольнением. Это кто-то. Этот кто-то мой кузен Клетус. Может, поищите мой груз? Угу. Бочки с топливом. Так, 200, 300, опыт. Так, первая бочка с топливом здесь. Очень близко, кстати. Блин, печалька, что у меня кузова нет. Я что-то не представляю, как я это... Вообще не представляю. Не, можно попробовать, но... Мне кажется, сейчас буду корячиться там. Да посильнее. Вот здесь еще можно. На что касается здесь. Такое расстояние, как мне стрелу-то доставать. А заезд у нас здесь. Здесь заезд. Стоп. Даже отсюда откуда. Нет. Начали кузов сюда присобачить, а потом уже манипуляции различные делать. Это гадалки не ходи. Так, только время потеряю. Так, окей, значит, кузен Клетус пока отпадает. Так, что еще есть? Блин, надо бы еще взять задание «Бой в грязи». Так, закаленный морем еще есть задание. Еще есть смотритель маяка. Это кузен Клетус как раз таки. Понял. Так, еще утерянная посылка. Утерянная посылка. Во. Вот если бы у меня здесь был бы кран, мне кажется, здесь бы идеально бы получилось выполнить. Так, я не знаю, либо все-таки перейти к основному заданию. Ну, сейчас посмотрю. Может, оно простое? Так, где заезд? Так сказать, easy money, легкие деньги. А с бочкой мне нужно другую компоновку. Так, стоп, а где задача? Так, поручение. 200. Нормально. Так, утерянная посылка. Здравствуйте, это Карен из мэрии Стил-Ривер. Очередная партия груза для проекта по обновлению Майн-стрит доставлена не в полном объеме. Прошу вас проявить гражданскую сознательность и найти эти поддоны. Так, секунду. Так, груз. Специальный груз. 3 единицы. Блин, прицеп опять.
Ох ты, ёкарный бабай. Чё, опять кран нужен? Так, раз. Два. Отсюда можно заехать. И... А где три? Раз. А, вот, раз, два. И три. Так, ну. Так. И здесь. Ну, в принципе, можно. Кстати, можно. И задание, кстати, это можно сделать на... На. Где ты, алло? Так. Пейстар. На пейстаре. Можно жогнуть. На пейстаре. Так. Ну, как мне кажется. Есть такая вероятность, что можно выполнить на нем. Телегу отцеплю и аккуратненько погружу. Так, а под бочки, я думаю, наверное, придется вообще кран большой ставить. Так. Можно вот здесь, нет. Здесь проеду. Заправиться. Все, начался спокойный томный геймплей. Так, это задание. Блин. Что-то я... Мне кажется, в эту телегу не поместится. Тут же контейнер целый. Что-то я не с той телегой приехал. Да нет, бред. Вот на платформу цепляй к нему, чтобы доставать. Да.
Так, открепить. Да, тут, короче, надо другую компоновку. Блин, чайка. С этим я точно не залезу. Да, тут нужен не прицеп. Тут нужен кузов. Ну или платформу. Так, окей. Окей, Google. Так, тогда что? Основное здание взять? Доставить на буровую площадку. Доставить. А что доставить надо? Доставить на буровую площадку дамба. Строительная платформа. Вот она. Строительная платформа. В район дамбы. Затем нужно будет доставить на буровую площадку металлические балки. Короче, давайте так и поступим. Наверное, я перееду сейчас обратно в район дамбы. Короче, по этому заданию пробежимся. Надеюсь, у меня Pacific P16 с высоким седлом. Не, ну могли бы сделать гараж, хоть небольшой. Обратно возвращаться. Не, конечно, это не основная задача, но, блин. Так-то охота сделать. Лишь бы еще седло было то. Хаски атак. Привет, дружище. Спасибо за лайк. Спасибо за поддержку. Да, потихоньку. Блин, надо заправиться. Засада. 150 литров. Один скаут перевернутый, другой скаут вообще хрен знает где. Надо где-то топляка взять. Может, у этого подрезать топляка? Так. Заправить. Да. Да. У нас схожее железо почти. Ну да, такое железо среднебюджетное. Монстр, а какой? Ух, брутальный пацифик. Так, самое главное, чтобы
Блять, в смысле? Только не говорите, что не подойдет. Прицеп слишком далеко. Какого хрена я не могу подъехать? Пабгер, давай, спокойной ночи, приятных сынов. Так, а я возвращаюсь дальше к своей сцене. Какого хрена я не могу подъехать? Чё за бред, а? Так, а если с разгона? Давай! Так. Ё-моё, блин. Не разорвало меня. Ты про монстра, про этого. Такой же в гараже, все понял, понял. Я думал про это. Компьютерное железо. Да. Как он... А? Как работает? Нет, надо лучше из салона. Как урчит. Красавец. Так, ладно. Хватит баловаться, погнали. Так, 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 так. Секундочку. Здесь, через... здесь. Ё-моё. И тут как раз у меня будет заправочка. Так, здесь у меня заправочка. Здесь заправлю, здесь у меня. И сюда выйду. Ну все, изи. Наверное. Наверное, изи. Благо село что. Ну, подошло. Так, ну да, кстати, проблем с камерой больше нет. Реально это не пофиксить. Блин, вот это реально крупногабаритная перевозка. Кайф. Так, кто там зашел? О, Смоки. Хаюшки. Приветики. Привет, Смоки. Шо это ты? Воскресенье. Я думал, ты робишь. Хаски, играющий улет. Полностью с тобой согласен. Ать. А-а-а. Блин, какой же клаксон офигенный. Он похож на БелАЗ, кстати, чем-то. Ну, чем-то. Понял. Понял. Спасибо, что забежал.
Ну да, это по типу трак-симулятор. Ну это и есть симулятор. А, спасибо. Спасибо, дружище. Давай, спокойной ночи. Так, мы поместимся вообще? Мы размером с мост целый. Игру ты эту за сколько брал? Так я ее на в известном торрент-магазине взял. Так, мы что, застряли? Алло. Что происходит? Я не могу. В смысле, серьезно? Давай, давай, давай. Короче, у меня колеса в скалу уперлись. Не, видишь, Хаски, дружище, игра классная, но, блин, она слишком дорогая. Слишком дорогая для игры такого уровня. Она практически по ценнику как AAA игра. А это незаконно. Это очень незаконно. Да, тут тачки можно апгрейдить, улучшать их, наносить краску, ставить бампера. Ну, короче, прокачка есть. Ну, давай, 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 е-е-е. Такое ощущение, что мы слишком огромны для стоп. Для этой дороги. Да ей, да что такое? Да, тут покупаешь, продаешь. Я не понял. Где ты застрял? Просто не могу сдвинуться с места. Ничего не понимаю. Кто меня держит? Фирма? Нет, здесь фирмы никакой нету. Просто свободное задание. Предыстория такова, что в штате Мичиган случилось наводнение. Все мосты к херам смыло, и наша задача восстановить мосты, наладить сообщения и помочь местным жителям, так сказать, справиться с последствиями потопа. Ну, такая, так сказать, предыстория.
Мы тут как вольные наемные, так сказать, со своими навыками. Давай едь уже. Я даже не представляю, за что ты там зацепился. Так, как будто мне кто-то палки в колеса вставил. Что за бред? Ё-моё. Чуть колесо не оторвало. Фух, пролезли. Была бы смазка силиконовая, так вообще бы на изи зашли. У меня, кстати, под рукой силиконовая смазка. Ну, знаете ли, для смазки всяких железок. Бульк, заправились. Монетки из прошлого. Спасибо. Спасибо за лайк. Очень приятно. Так, стопэ. Я ж, блядь, не туда поехал. Балбес. У меня ж дорога, вот она. Ё-моё. А вы ничего не говорите. Сейчас эту карету, колымагу надо как-то аккуратно выводить. Я еще сижу, думаю, что-то не то. Не то пальто ведь. Да, блин, стоп. Блин, вот можно у вас сломать столб, но нет. Да, как настоящий таксист. Так, опять дерево. Просто железки, ну, имеется в виду, типа компьютер, они же требуют обслуживания. Вот, периодически, так сказать... Блин, да почему тут столб-то стоит? Короче, периодически обслуживаю, смазываю. Бля, сейчас переверну. Короче, я практически уже вывел его.
Все. Наш водила Джо опять справился с задачей. Так, еще один столб, но... Так, секундочку. Эть. Эть. Ух. Как по маслу. Продолжаем наш славный путь. Так, деревья можно и сломать. Мелкие подвинуть. Так, что такое? Так, кто бросил тачку, а? Засранец какой-то. Ух, ну все, тут уже все спокойно. Хотя нет, еще мост. Да, идеально. Блин, от такой работы я уже проголодался. Вроде бы ничего не делаю, сижу, нажимаю на клавиши. Проголодался. Как будто поработал. Ну, да, тут погода меняется, ну, вернее, например, здесь периодически идет дождь. А на Аляске лежит снег. Ну, правда, я еще на Аляске не был. Хотя нет, я был на Аляске в начале самом миссии. И снег там был. Так. Переезжаем. В район дамбы. Так, и куда же нам ехать? Ё-моё, какая же дорога длинная. Сюда, сюда. Ох ты, ёкарный баба. Прям сюда надо. Капец-то потно, я вам скажу. Прямо очень потно. То есть мне придется. Не, ну здесь изи. Так, здесь вот тут начинается свистопляска вот. Блин. Свистопляска будет вот здесь. Охренеть. Духота начинается. Походу будет еще одна долгая дорога на буровую площадку. Я, с вашего позволения, сяду в кабину. Еще бы кто-нибудь мне чай принес.
Жалко вот YouTube жестко банит за песню. Так бы кто-нибудь подрубили песню из Арии. Идеально писалось бы сюда, да, гайс? Пока едем. Блять, что произошло? Да что такое? Пока едем, короче, можно было бы послушать песню. Ах ты, ё-моё, куда мы заехали, а? Я совсем забыл про габариты про эти. Да ё-моё, едь. Давай, 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 давай. Ладно. Твоя взяла. По большому радиусу придется ехать. Да и то в аккурат. Короче, из кабины сложновато. Приходится все время смотреть за этими габаритами, за этим грузом. А так бы можно было исполнить песню. Тихий огонек моей души. Блин, если мы здесь зацепляемся за все подряд, я не представляю, как мы в лесу будем ехать. Там же везде елки проклятые. Там сначала нужно пускать, наверное, толпу лесорубов, чтобы прорубить нам дорогу. Да, да, или Макаревич. Какой-нибудь из его роскошных песен. Но YouTube, собака все банит. Блюдет за авторскими правами. Так, вот тут вот такое неприятное место, нужно как-то аккуратненько заехать на этот мост и не потерять наш груз. Жесть, я что-то... Так, секунду. Сейчас очень такой опасный момент. На пониженную подрублю. Пишется, не пишется. Ё-моё, не вписывается. То есть рекомендуете мне, наверное, немного левее дать? Да. Духота. Что вообще трэш прям какой-то. Сцепления нет. Колеса проворачиваются.
Ух, так. Ну, лишь бы не перевернулся. Бля. Ну, кстати, это поустойчивее будет. Прицеп. Есть. Справились с воздушным местом. Что мотает опять меня. Очень опасно. Согласен. Но опасности еще не закончились. Блять. Интересно, из кабины я смогу увидеть? Блин, по зеркалам вообще сложно ориентироваться. Ни хрена не видно. Да, я прямо предчувствую, что им придется доезжать эту миссию на следующем стриме. Пец, дорога дальняя предстоит. Дорога дальняя, дорога сложная и опасная. Так, самое главное не разгоняться. Так, это может все-таки из кабины ехать. В принципе, я понял. Надо просто аккуратней. Побольше радио сдавать. Потому что вид такой себе. Так, что у нас по бензину? 185 литров. Заправлять придется, так и так.
Не забывайте, ребятки, ставить лайки или дизлайки. Ну вот, не подрасчитал. Вроде хорошее радио взял, но нет. Не подрасчитал. О, тут тоже такой неприятный поворот. Я его на ползущий пройду. С вашего позволения. Тут прям придется на грани балансировать. Я даже дыхание задержал. Капец. Ну уже. Есть. Ух. Так, что уже темнеет? В ночи вообще будет опасно, блин, ездить по таким поворотам. Как говорится, крепче за баранку. Держись, шофер. Так, ну что, сколько уже мы проехали-то? Процентов 40, наверное. Так, я что-то, блять, не туда заехал. Блин, с дороги съехал. Спасибо, еще затормозил. Ух.
Интересно, доеду, не доеду до конца стрима сегодняшнего. Ай-яй-яй. Как резко я залетел. Опасно. Так, тут такой тоже поворотик неприятный. Давай, протискивайся. Есть. На жопе шерсть. Сейчас будет еще один эпический кусок. Отрезок, вернее. Шея затекает. Надо было мне лебедку поставить сюда помощнее. Вдруг пригодится. Так, ну что ж, вот наш поворот. Поворот налево. Так, здесь получается у нас через ферму. Сюда. 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 Так. Здесь точно нет. Сюда. Сюда. Там широко, но, блин. Так сказать, свои подводные камни тоже есть. Вот здесь вот тоже неприятный участок. Лебедку поставить, лебедку. Помощнее. А вдруг пригодится лебедочка. Надо было бы. Так, и в принципе вот так. Ну, понеслась. Так, ну здесь просто это. Здесь без проблем.
Переночевать до утра? Ну, тут можно просто время поменять, как бы. Вот так вот. И будет уже утро. Пожалуйста. Плохо видно, да, было? Просто мне охота, ну, полный спектр, так сказать. И ночь, и день зацепить. А ночью такая именно атмосферность появляется. Ну, сам понимаешь. Свет фар. Где-то вдалеке совушка. А, ночь вернуть? Бам, бам. Пожалуйста. Ночью такая дымка появляется. И атмосфера своя. Ни черта не видно. А, видно отлично. Супер. Супер. Надо бы еще какое-нибудь круговое освещение, по идее, присобачить. Ну, правда, такого нету, но было бы неплохо, чтобы видеть, что у тебя по бокам. Особенно ночью. Так. А ну-ка едь. Я приказываю. Да. И вот как раз один из моментов, когда требуется лебедка. Да. Понятно. Да. Это тоже сломается, да. Так, а столб? Немножко выручает, кстати. НСК рос. Надо было по камням тащить, говорит. Так, секундочку, по камням. Что значит по камням? Типа здесь, что ли? Так, 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 так. Просто мимо вдоль воды мне показалась дорога слишком, ну, такая прямо узенькая. Не для нашего аппарата, как мне кажется. Хотя здесь не широкая. Так. Понятно. Деревья не по... Деревья выкорчевывают. Прямо через озеро? В смысле? А здесь? Серьезно? Не, с этой стороны я заезжал, но с этой стороны. Ну, короче, приятие я уже проехал, может, сказать, 60%, ну, 70%. Где ж ты раньше-то был, дружище?
По большому кругу я поехал. А, только полный привод надо. Ну, вот видишь, у меня только дифференциал, видишь, стоит на нем. То есть опять много всяких «но» возникает. Поэтому я, ну, как бы, ну, я даже не подумал про то место. Потому что когда я подъезжал, ну, в прошлый раз на миссии, мне показалось, что там нет дороги. Ну, и не стал проверять. Ну, в ту сторону даже не поехал. А поехал сейчас проверенным путем. Ё-моё, у меня уже 40 литров осталось. Мне нужна, короче, техничка будет скоро. Очень скоро придется мне скаута сюда пригонять. Так, секундочку, чекнем. Этот продал, 12 купил. В смысле? 12 чего купил? Как бы он не провалился у меня. Вот хорошо было бы, если бы на этом прицепе бы, ну, снизу была подсветка, вообще было бы идеально. Какая-нибудь... Не, ну, по идее, должна же быть подсветка. На крупногабаритных прицепах по-любому должна быть подсветка. А че он такой дорогой? Ну, этот Пацифик, так сказать. Так, я застрял. Я застрял в маленькой кашке. Не, ну он же такой крутой, кстати. Такой прям эпический, легендарный. Скоро буду на испарениях ехать. Так, ну что, я, наверное, тут остановлюсь. Не буду мучить его. Так, давайте найдем наш скаут. Где наш скаут? Так, это не скаут. Так, здесь нет. Где же скаут? Так, он здесь. Да-да-да, это, по-моему, Пи-16. Так, эвакуация в район дамбы. Кстати, сейчас я посмотрю, что можно на него приделать. У меня аж 13 левел уже. 2 левела поднял. Что из тюнинга можно поставить? Так, ну мотор у нас 5 литров. Окей. Так, снегоходная коробочка стоит.
Подвеска стандартная. Так, шинки. Так, шины бездорожья. Цепи нет. Лебедка нет. Так, шноркель тоже нет. Ну, короче, нет. Для него пока ничего нет. Кстати, двойная труба. Нет, мне больше нравится вот это вот. С красными петельками. Так. Бампер. Так, это у нас на 17-м левеле открывается. Ясно. Нет, к сожалению, ничего. Кстати, может его белым сделать? Черный мне так тоже надоел. Пусть будет такой красавчик. Так, ну что, топливо есть, погнали. Выручать нашего здоровяка. Так я вот хочу продать вот этого скаута потом, когда уже переберусь окончательно сюда, в район дамбы. Потому что он не бесит. Он переворачивается, зараза. Неустойчивый. Поставлю только Шевроле. Хотя и выглядит прикольненько, так прямо, ну, достойно. Но он какой-то прямо, ну, такой себе. Перевертыш. Так, у меня есть шнурки, да, шнурки есть. Значит, можно в воду лезть. Виктор Плей, привет, старичок. Спасибо за поддержку и твой царский лайк. Да потихоньку, потихоньку. Сидим, вот видишь, катаем. Катаем SnowRunner. Месим грязюку. С ребятками разговариваем. Ценные советы дают мне. Да, я бы хотел бы на таком бы куда-нибудь отправиться по бездорожью погонять. Это ж такой кайф, а? Только надо затонировать полех. Бесит эти аквариумы. И ты имел в виду моторы, коробки и так далее. Слушай, я пока даже не разобрался с этим, где там это все продается. Я только знаю, что можно прицеп продавать. Прицепчики, цистерны.
ненужные. Тем более их на карте полным-полно. Прекрасная блестящая дорога. Блин, капец, полный привод, его таскает так. Давай, давай, старичок. Спасибо, что посидел со мной. Ё-моё. Тут яма такая коварная. Так, вот наш Голиаф. Капец он. Ух. Так. По цепи P16. Так, секундочку. Верхний багажник. Стоп, нет. Верхний багажник. По цепи P16. Так, надеюсь, мне 140 литров хватит. Да, 157 у меня. Блин, надеюсь, хватит. Пошла жара. Давай, ну что такое? Какие-то невидимые препятствия находят и цепляет за них. Тебе не хватает, что ли? Не хватает мощи? Блин, так бы полный привод, да? Сюда бы. Не помешало бы. Да едь, ну что такое-то? Вообще не хочет. Так, окей. Ё-моё, ну... О, боже. Пару сантиметров не хватает. Серьезно? Жесть. О, дотягивается. Правда, эта елка по-любому сломается. Вот смотри, чекайте. Что такое? Нет, смотри-ка, тянет. Ща, выйдем. Зараза. Какие-то маленькие кирпичи, алло.
То есть камни. Так, а если автомат? Нет. Окей. За боковины говоришь? Ну, кстати, да, можно. Угу. Спасибо. Как скала сейчас буду забираться. Вроде такой монстр. А не может. Такую горку подняться. Незначительную. Не, ну тут, конечно, и груз такой прямо монструозный. Но все тут. В-12. Но ему не хватает, наверное, сцепления, наверное, больше с дорогой. Давай, старичок, не подводи меня. Даже не вздумай. Так. Так, а тут... Тут что-то нет. Так, а так, если... Надо было лебедку ставить сюда. Я же был в гараже. Что-то пожалел 15 косарей на лебедку. У-у-у, грязюка. Там, кстати, около домика такой неприятный участок. Там так мало места, прямо ужас. Даже не хочу об этом думать. Так, у нас 80 литров уже осталось. Да. Хватит, не хватит. Хотелось бы, чтобы хватило. Ну, хотя тут спуск. Может быть, будет меньше пожрать. Ну как спуск? Такой относительно спуск. Не, мне нравится, конечно, этот монстр. А, вот, кстати, этот поворот. Хотя нет, нет, тут нормально. Я думал, тут меньше.
меньше, так сказать, места для маневра. А тут ничего так. Твою ж! Ты что это делаешь? Не понял. Так, секунду. Так, еще раз. Фух. Напугал меня. Напугал, зараза. Просто запороть эту миссию, блин. Не хотелось бы. Как он всасывает, а? Его огромный движок. Так вот видишь, зашел бы ты раньше, а? Ну, дружище, где ж ты был? Я прислушиваюсь к зрителям. Без проблем. Если человек знает, то почему бы нет? Легко. Так, ну что, нормально. В принципе, тут вписались. 50 литров осталось. Так, я уже вижу их, эти бочечки. Может, на нейтралке я смогу скатиться. Так, а если на нейтралку включить? Не едет. Да не, хватает. 47 литров. Хватает. Блин, прямо аккуратно к окончанию стрима. Так, стоп. Все правильно. Да ё-мо, едь! Так, опять застрял непонятно на чем. Секунду. Сейчас все будет. Сейчас все будет в шоколаде. 36 литров. Давай, давай, давай. Давай жестко доедем. Быстро. Блин, целый час ехал. Целый гребаный час. Не естественно, если бы НСК Рус бы подошел бы пораньше. Это бы заняло у меня 3 секунды. Есть. О боже. Капец, у меня спина. Ух. Так, ну что, ребят. На этом, наверное, мы закончим. 3 часа практически. Посидели с вами. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Кто ставил лайки, большое спасибо. Прощаюсь с вами до вторника. Продолжим наше мучение в игре SnowRunner. Гряземес. НСК Рус. Надеюсь, тебя увидеть в следующий вторник. Так, ну что ж, не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться.
Как говорится, спокойной ночи. Пока. Удачи. Счастливо.